Тайное голосование по просьбе России, как Генассамблея ООН выбрала нового президента, чего ожидать от бывшей главы немецкого МИДа Анналены Бербак. Потери территорий в Украине заявляют о рекордном продвижении россиян в 2025 году. О чем речь? Путин отверг предложение Зеленского, а Киев впервые реагирует на российский меморандум, представленный в Турции. Детали документа, которые называют актом капитуляции Украины. Озвучим ключевые пункты. Зеленский заявляет, что Россия должна чувствовать свои потери. Генсек НАТО призывает Европу перевооружиться, а Эрдоган хочет мира и ждет президента в гости. Заявление сторон. Россияне требуют удара возмездия за спецоперацию СБУ «Паутина», ищут исполнителей, а на Западе оценили, как удары дронов по аэродромам и стратегической авиации отразится на ходе войны. Каким будет результат? Доллары из Казахстана, куда граждане страны отправляют более сотни миллионов долларов практически каждый месяц. Названы направления, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Бербак возглавит Генассамблею ООН. Несмотря на протест России и скандал с дедом, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербак уже избрана президентом организации. Об этом сообщил действующий председатель Филимон Янг. Бербак поддержали 167 стран, но голосование прошло в тайне по настоянию одного из членов ООН, вероятно, России. Москва активно выступала против кандидатуры Бербак, обвиняя экс-министра в предвзятости из-за ее жесткой антироссийской позиции и поддержки Украины. Избрание Бербак вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах, особенно на фоне провала ее партии на выборах в Германии. В своей первой речи в качестве президента Генассамблеи она пообещала быть честной посредницей всех стран ООН. Напомню, Бербак неоднократно критиковали в России из-за истории, связанной с ее дедом Вальдемаром Бербаком, офицером вермахта. В 2024 году журналисты нашли архивные документы с характеристикой, где он описывался как безусловный национал-социалист. Анналена утверждала, что об этом она ничего не знала. Немецкие СМИ, однако, отмечают, подобные формулировки были типичными для тех времен и не являются прямым доказательством нацистских убеждений. Других данных о взглядах Вальдемара Бербака нет. За май российские войска взяли под свой контроль еще 449 квадратных километров украинской территории. Это худший показатель для Украины в 2025 году. О таких потерях сообщает украинский мониторинговый канал Deep State, который ежедневно на протяжении многих лет информирует о ситуации на линии фронта. По данным аналитиков этого ресурса, в мае динамика потерь территории превысила отметку в 200 квадратных километрах за месяц, которая сохранялась с февраля. Больше всего потерянной территории в районе прорыва врага на трассе Покровск-Константиновка, где оккупировано около 200 квадратных километров, а также наступательная операция врага на Сумщине, где к концу месяца было потеряно не менее 110 квадратных километров. На эти два участка приходится 70% всех потерь территорий. Deep State также пишет, что заметные продвижения ВС РФ были в районе населенного пункта Богатыр и у границы с Днепропетровской областью, а еще на Лиманском направлении. На всех этих участках фронта и приходится 95% продвижений россиян. Вопрос территорий – один из ключевых пунктов российского меморандума. В целом же документ включает 3 раздела с 2 вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. В нем и о признании Крыма, и еще 4 украинских областей российскими, полный вывод с их территорий ВСУ, нейтралитет Украины, отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории страны. Безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ, распуск украинских нацформирований в составе ВСУ и Нацгвардии, обеспечение прав русского и русскоязычного населения. Россия требует также снятия всех санкций и отказа от взаимных претензий в связи с нанесенным ущербом из-за войны, а еще снятие ограничений в отношении УПЦ, восстановление ДИП и экономических отношений. В документах и в вариациях также пишется и о проведении выборов в Украине. Кроме того, РФ предложила короткие перемирия для сбора тел на поле боя. Причем во второй части даже есть вариативность. Поступить по этому пути или по этому. Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение.
Украина же заявила о своих предложениях и требовала полного и безусловного прекращения огня в небе, на суше и на море. Кроме того, в меморандуме Украины говорится о мерах укрепления доверия, решения гуманитарных вопросов, о неповторении агрессии, гарантии безопасности и привлечении международного сообщества. Суверенитет. Украина не вынуждена быть нейтральной. Она может двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения для ВСУ. Территориальные достижения, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня. При этом Украина согласна, что некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно. И это не все требования. В целом документ на 4 страницах. По вопросу обмена военнопленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на численности. Мы договорились обменять всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – молодые солдаты от 18 до 25 лет. Всех на всех. Также мы договорились вернуть от 6 тысяч до 6 тысяч тел погибших солдат. Дети. Мы предоставили другой стороне список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в Россию. В Украине дали понять, что будут изучать российские предложения около 3 недель, и уже с 20 по 30 июня может состояться 3-й раунд переговоров. При этом украинская делегация заявила, что Россия уже сейчас отвергла их предложение о безусловном прекращении огня. Мы прямо спросили их, готовы ли они ответить на наши предложения, которые мы передали им в письменной форме некоторое время назад. С российской стороны не последовало никакого ответа. Как вы понимаете, мы не могли отреагировать на российские предложения, потому что российские предложения были переданы нам буквально во время встречи. Поэтому сами россияне предложили, что нам нужно серьезно изучить эти предложения. Мировая пресса при этом пишет, что условия, которые выдвинула Россия, практически созвучны с тем, о чем уже неоднократно публично говорил Путин, и на что Украина уже реагировала отказом, и называла подобные предложения и требования, особенно в вопросе вывода войск из 4 областей, актом капитуляции. Тем временем принимающая сторона, Турция, заявляет, что ждет встречи президентов на своей территории. Давайте послушаем заявление Эрдогана. Я хотел бы собрать вместе господина Владимира Путина и Зеленского в Стамбуле или Анкаре, и даже взять с собой господина Трампа. Если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними на этой встрече и тем самым превратить Стамбул в центр мира. Мы предпримем шаги в этом направлении после этой последней встречи. Зеленский накануне заявил, что на фоне переговоров и дипломатии Россия начала летнее наступление, и также передал послание европейцам, что те находятся в безопасности благодаря украинцам. У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция «Паутина» вчера доказала, что Россия должна почувствовать, что означают ее потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии. И когда Россия несет потери в этой войне, всем очевидно, что Украина держит линию фронта не только за себя, но и за всю Европу. Отреагировал Зеленский на предложение российской стороны о коротких режимах прекращения огня для того, чтобы собрать тела погибших с линии фронта. Говорит, что это и так происходит. Российскую делегацию в связи с этим, в частности Мединского, он охарактеризовал так. Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня необходимо для того, чтобы не было убитых. Итак, пока Россию и Украину ждет масштабный обмен пленными, возвращение тел погибших, Киев взял несколько недель на изучение меморандума, дальше 3-й раунд переговоров и, вероятно, встреча президентов. Друзья, как вам условия Киева и Москвы? Что думаете о новых договоренностях и к чему в итоге придут? Пишите свои ответы в комментариях. Кстати, спасибо всем, кто уже подписался и ежедневно со мной. Также спасибо всем вам за комментарии. Ну а я пока продолжу и далее о том, как изменит или не изменит ход войны действия СБУ на территории России. О спецоперации СБУ под названием «Паутина» продолжает писать вся мировая пресса. Удары по ядерной триаде и уничтожение стратегической авиации России радикально не изменит ход войны, пишет Шпигель. Однако сама операция стала, далее цитата, «позором для армии и силовых структур Путина». Удар дронами по тылам стал настолько громким и обсуждаемым, что сравним с атакой на Крымский мост или же потоплением крейсера «Москва», уточняет немецкое издание. Тот факт, что украинцы среди бела дня смогли осуществить технически сложные и тщательно подготовленные атаки с использованием грузовиков и дистанционно управляемых дронов на стратегически важные российские авиабазы,
демонстрирует уязвимость армии Путина. Уничтожение российских бомбардировщиков вызвало волну критики среди российских зет-военкоров. На слуху вопросы, где была российская контрразведка, средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона. Ответов пока нет. Несмотря на это, в России продолжают говорить, а точнее требовать удара возмездия. Силовые структуры находятся под сильным давлением, чтобы представить Кремлю виновных и объяснить, как десятки украинских дронов смогли беспрепятственно проникнуть в страну. Несмотря на весь успех операции, Bloomberg, как и Шпигель, также пишет о том, что на ход войны события особо не повлияет, равно как и на возможность России наносить удары по Украине. Ущерб, нанесенный военным самолетом, скорее всего, встревожит лиц, принимающих решения в окружении Путина, но не изменит военных целей Москвы. Для атак на Украину требуется лишь несколько таких бомбардировщиков, поэтому темп ракетных и бомбовых ударов не замедлится, сообщили источники, близкие к Кремлю, на условиях анонимности. Напомню, что в российском Следкоме заявляют, что ищут причастных к атаке, несмотря на то, что Зеленский говорил, что все, кто участвовал в этой операции, уже находятся на территории Украины. Среди тех, кто попал в российское поле зрения, Артем Тимофеев, который владел фурами, с которых вылетали дроны, и был предпринимателем в сфере грузоперевозок. Родился в Житомире, работал в Киеве, после Челябинской области. В США, кстати, впервые отреагировали на спецоперацию СБУ. В Белом доме заявили, что Трамп хочет мира и делает все для этого. Укрепить восточный фланг, перевооружить Европу и помогать Украине. Генсек НАТО Рютте вновь назвал Россию угрозой для всего ЕС. Он также считает, что европейцы должны делать все, чтобы украинцы могли победить в войне. А еще Рютте ожидает очень сильного конвенционного присутствия американских войск на континенте. В частности, заговорил о ядерном зонтике США. Мы знаем, что США, помимо Европы, конечно, также должны заботиться о Ближнем Востоке, об Индо-Тихоокеанском регионе, и логично, что со временем, по мере нашего усиления, США будут больше ориентироваться на Азию. Но я абсолютно уверен, что в долгосрочной перспективе в Европе будет очень сильное конвенционное присутствие США. Помимо ядерного присутствия, ядерного зонтика, нашего окончательного гаранта свободы, в Европе будет очень сильное конвенционное присутствие США, в этом нет никаких сомнений. Президент Литвы тем временем вновь заговорил о сроках возможной войны между РФ и НАТО. Это то, о чем в странах ЕС в последние годы активно говорят. Согласно данным западных разведок, такое столкновение может произойти до конца этого десятилетия. Науседа считает, что у ЕС осталось не так много времени для перевооружения, ведь Россия может очень быстро восстановить свой военный потенциал. Я надеюсь, что нам удалось достичь консенсуса по поводу 5%. Но, конечно, это более сложный вопрос, потому что мы говорим о 3,5% ВВП как о базовых расходах на оборону, плюс 1,5 процентных пункта на дополнительные расходы на оборону. И, конечно, есть вопрос сроков. Мы должны понимать, что Россия не ждет. Россия пытается как можно быстрее консолидировать и восстановить свои вооруженные силы. У нас очень ограниченное время, чтобы сделать то же самое. Я думаю, нам следует говорить о 3-5 годах. И напоследок о деньгах, летящих из Казахстана. Рекордные суммы от граждан страны улетают за границу. Речь о миллионах долларов. Лишь в апреле 2025 года из Казахстана за границу отправили более 135 миллионов долларов через международные платежные системы. Это на 21% больше, чем месяцем ранее. Всего было проведено 151 тысяча переводов, сообщают в Нацбанке. Итак, топ-4 стран, куда отправляются деньги, выглядит так. Россия – 40,5 миллионов, треть всех переводов. Узбекистан – 38 миллионов долларов. Турция – 23,5 миллиона. Грузия – 7,8 миллионов долларов. Общий объем всех зарубежных переводов из Казахстана за апрель – 128 миллионов. В то же время приходит в Казахстан значительно меньше денег, почти в 3 раза. Из-за границы поступило 43,5 миллиона долларов за месяц. В лидерах также Россия, оттуда прислали более 11 миллионов. Из США практически 7, из Узбекистана 4,5 миллиона, из Турции практически 4, из Германии 3 миллиона 800 тысяч. Переводы в долларах растут, теперь они занимают 53% всех исходящих операций, а рубли уходят реже, и их доля упала на 1%. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.